Привет, и мы начинаем наш видеоролик. И, как всегда, можно задумываться или нет, как я установил Google Play. Особенно на ПК. Конечно, тут написано подсистема Windows. Чтобы установить эту программу, я на этот раз удалю эту программу. Удаление значения по умолчанию. Листаем чуть-чуть вниз, и мы можем увидеть Windows Subsystem for Android. Ну все, я удалил, конечно, эту программу. Вон даже вы увидите по папке пакет-код. Запустим, и у нас, конечно, тут ничего не работает. Даже если мы посмотрим, Google Play тоже не работает. А чтобы установить эту программу, данный архив будет в ссылке в описании. Надо его распаковать именно здесь. И если вы, как я, вы начнете искать вот эту программу, вы увидите ROM. Да, вроде бы вы запустите. Вот смысл, чтобы его запускать. Если вы его запустите, то у вас будет незарегистрированный пакет настройок. То есть это как? То есть Windows его попросту не увидит и не распознает. Даже на Microsoft Store не будет виден то, что вы правда установили эту программу. А чтобы установить его, каждый человек должен разбирать. Вот если вы не понимаете, вы сразу кликните ROM, то вам придется переустанавливать программу. То есть удалять его придется в настройках. А чтобы установить правильно программу, вам нужно кликнуть Install сценарий Windows. Вот тогда у вас установится. То есть не в два кнопки мыши кликнуть, а правой кнопки мыши. И тут надо нажать «Выполнить с помощью PowerShell». Просто открыть эта штука не работает. Он работает именно с PowerShell. Когда вы кликнете, вы одобряете права администратора. Вот сначала Windows Defender, потом права администратора. Сейчас будет. Ну да, готовимся и права администратора. Давай. Все, у нас пошло. И у нас установилось. Если у вас, конечно, вышла такая проблема, то мы сможем устанавливать эмулятор Android. Да, конечно, можем устанавливать. Но, конечно, не для очень слабых ПК, как моя характеристика в диспетчер задач говорит особенно. Уж, конечно, с Клароном навряд ли походишь в таких вот задачах, как эмулятор андроидов с 1 FPS. Или, например, использовать другие альтернативные варианты. А вот эта программа может именно повлиять с работой. Ну, нужен. Да, работать будет только очень медленно и мало FPS. По итогам вы сможете запустить эту программу. Вот у вас уже показываются значки, как и раньше, но уже тут запускается. И мы смогли запустить эту программу. Вот смотрим на производительность своего компьютера. И я уже включал этот диспетчер задач. И на виртуализации должно быть включено. И особенно тут должно включено сейчас. Тут должно подключено некоторые варианты быть. То есть тут доступности. Оперативную память вы тоже сможете посмотреть.
Обязательно смотрим. 64 разрядность должно быть у вас. И именно Windows 10 Pro. Но можно и особенно Windows 11 Pro. Почему имеется только Pro? И все. Мы заканчиваем. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и ставьте колокол, чтобы не пропускать уведомления на моем канале. Ну все, мы прощаемся. Всем удачи и всех до скорой встречи.